Следующий вопрос от Аркадия Брызгалова, который пишет следующее. Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане. Что это? Казахстан готовит к глобальной игре, понимая, что сами казахи не справятся? О формате Астана я вот уже с 2014 года не затыкаюсь, говорю. А наши аналитики, они ничего не видят, ничего не слышат. Уже и сирийцев мирят в Астане, уже и суд специфический делают в Астане. И вот я уже о чем ведь говорил-то. Формат Астаны предназначен для управления, концентрации управления тюркоязычных народов. И этот проект одинаково хорошо вписывается как в запланированный проект создания центра концентрации управления, перенесения центра концентрации управления евразийского на Иран, когда из Ирана будет управление. Тюркоязычные народы будут собраны и вписаны в этот проект, так и в проект промежуточный, на который сейчас глобальный предиктор пошел по необходимости, в проект, имеющий обозначение СССР 2.0. Он и туда хорошо вписывается, он решает эти задачи. А то, что вот сейчас вот происходит, так это процесс формирования, создания. Ну, почитайте, в 2015 году были опубликованы 100 шагов президента Назарбаева. Ну у них на открытых ресурсах, я уже не знаю, как еще докричаться до аналитиков-то. Все же уже, все очевидно, все идет, все выполняется по плану, ничего же не происходит такого сверхъестественного. Больше того, вот смотрите, Путин с Назарбаевым созвонились по поводу конференции народов Сирии в Сочи. А почему? Да потому что изначально-то планировалась Астана. Это Россия при обретении суверенитета забирает часть этих процессов управления к себе, территориально. Оно объективно обусловлено. Какое доверие к Казахстану? Оно каким игроком является вот в регионе Сирии? Казахские самолеты летают, казахские герои совершают поступки героические. Я не знаю, вот вообще мужик героя достоин просто вот на раз. Понимаете? Кому обращаться? Им психологически, всем конфликтующим сторонам проще приехать в Сочи, потому что Россия там представлена зримо, весомо. Она является крупнейшим игроком. Она там разводит силы. А кто такой Казахстан? И, естественно, Россия часть забирает. Но мы же понимаем, что формат Астаны – это глобальный проект. Нам с глобальным предиктором как-никак надо вести диалог. И, соответственно, вот вам телефонный разговор Путина с Назарбаевым. А в Сочи ведь кто приехал? Ведь кое-кто блокировал, не приехал. А почему? А потому что, когда приезжаешь на диалог, тебе на какой-то твой посыл будет возражение. На это возражение нужно ответить. Посодержательно. А если тебе сказать нечего, кроме пропагандистских лозунгов, то, естественно, тебе и нечего ехать. Потому что ты же понимаешь, что тебе все, что ты скажешь, тебе это все разобьют. А вот на этих идеологических посылах ты можешь продолжать войну в Сирии. Ни один патриот Сирии не хочет, чтобы война в Сирии была. И поэтому все, кто приехал в Сочи, это патриоты Сирии, которые не хотят войны в Сирии. Все, кто не приехал, они хотят войны в Сирии, потому что этого хотят их хозяева. Вот и все. Вот. Но формат Астаны, он и в другом плане. Еще надо понимать такую вещь. Нельзя, глобальный предиктор, он ведь действует по принципу «не клади все яйца в одну корзину». И вот мы уже говорили про Индию, что Индия, она является таким противовесом для Китая. Вот. И в этом отношении, когда говорили про Индию, ведь обратите внимание, Индию ведь почистили чуть-чуть. Что сделали? Бывшая и английская колония, когда англичане уходили, они отрезали от Индии индуистской мусульманские
общины. И получился восточный и западный Пакистан, потом превратившийся в Бангладеш. Вот. Поэтому что произошло? Индии дали сохранить свой костяк. Но при этом сохранилось коммуникативное. В Индии же тоже ислам есть. И исторические связи есть. То есть Индия через это начинает стабилизировать и управление Ираном. Вот сейчас Китай заходит в Пакистан, оттуда американцы уходят, американцы там финансирование не даем, включаем Пакистан в те, в другие списки. А чего делают? Они освобождают площадку для Китая. Но Китай попадает на историческую территорию, индийскую территорию. И, соответственно, этому Индия блокирует их и здесь. Вот. И при этом стабилизирует управление, которое осуществляет еще и Иран через тот же Пакистан. То есть там многоходовки, очень серьезные многоходовки. И ведь надо понимать, вот, что такое один пояс и путь. Вот. Опять же скажу, геополитики они не поймут. Что такое геополитика? Это когда глубокомысленно закатываешь глаза и произносишь «цивилизация моря». Цивилизация суши. Никогда цивилизация суши не победит цивилизацию моря. Это, в общем-то, в самом рафинированном виде геополитика. Больше им ничего не надо знать. А ведь что происходило? Смотрите, по мере развития человечества использовало транспортные артерии, и для перевозки грузов самым эффективным по нагрузке, когда использовалась природная сила и сила мускульная сила домашних животных, то транспортными артериями, могущими перевозить большие грузы, служили водоемы различного, океаны, моря, прочее. Если это были реки, то бурлаки на Волге, всем известно. Но то же самое было и в Европе, и в Англии, когда мускульной силой, ну, чаще всего, конечно, лошади, тянули корабли, особенно вверх по течению, потому что вниз по течению можно пустить и поплывет, а вверх по течению надо было затягивать. Вот. Почему? Потому что корабль сделал большой, груза нагрузил много, и доставка очень дешевая. Народа, населения на планете мало, обживают территории, приближенные к этим водоемам. Но населения стало много. Все прибрежные территории выбраны ресурсно. Вот Европа, ресурсов никаких. Все ресурсы остались в глубине континентов. И их нужно взять. Их нужно переработать. А населению нужно где-то жить. И население, вне зависимости от того, хочет оно там жить там в цивилизованном мире на берегу океана или не хочет, оно живет по возможности. Если нет возможности жить в городе, никто не будет там жить. Будут искать, где будут жить. И население расползалось и осваивало территории. И теперь задача соединить артериями все это, добычу, переработку природных ресурсов и все людские ресурсы. Вот что такое новый шелковый путь. Вот. Это экономическая программа освоения внутриконтинентальных ресурсов. Ну, с точки зрения геополитики, я дурь говорю. Все эти ресурсы сами на берег океана приплывут, и поэтому от авианосной ударной группировки они все решат. Вот. Так вот, а я о Казахстане, извините, но вот это вот нужно все, чтобы понять. Так вот, Казахстан с его проектом объединения тюркоязычных народов является еще одним из стабилизаторов управления Китаем.
Не клади все яйца в одну корзину. Что-то должно быть решено на этом формате. И вот этот проект «Пояс и путь» через Казахстан, он и должен решать. А кто его? Ну, самые умные, вернее, самые продвинутые специалисты, имеющие многовековой опыт. Вот и все британские судьи. Это только начало, что они будут приезжать на сессии и все прочее. Центр концентрации управления из Великобритании переносится. Но это не означает, что все переедут исключительно в Китай. И вообще это проблема, вопрос ужасно интересный. Формат Астаны, о нем можно говорить, но, извините, нельзя политологами называть, что ли? А как их еще назвать? В упор не видят то, с чем надо работать. Они же продукт информационной Да, системы. а что тогда вякать? Должно резать или стричь? Чего вы на телевизоре тогда выступаете? Причем одни и те же. Потому что на манеже.